Друзья, вновь приветствую вас на канале Siberian Investor. Сегодня мы поговорим о кросс-чейн протоколе EIVA, который шаг за шагом приближается к своему выходу в майнет. Практически с самого старта разработки я пристально слежу за тем, как растет и развивается этот проект, и, конечно же, делюсь своими наблюдениями с вами. Если вы впервые на моем канале, то сможете найти различные интересные видео об EIVA. Например, цикл видео о том, как мы проходили альфа-тестирование, или интервью с основателем венчурного фонда DGU, первого крупного инвестора EIVA, в котором мы только лишь затрагиваем зародившуюся идею этого кросс-чейн решения. Итак, по информации основателей проекта, технически EIVA будет готова к запуску в начале ноября и будет запущена в режиме Proof of Authority. Это значит, что проект будет поддерживаться очень ограниченным количеством нод, которые вероятнее всего будут полностью под управлением команды разработки. Тем не менее, проект уже будет работать с основными блокчейн-сетями и настоящими токенами, а не тестовыми, как это было в альфа-тестировании. Вариант работы проекта в режиме Proof of Authority будет действовать лишь некоторое время, пока код проекта проходит технический аудит, а также тестируются основные функции платформы на небольших суммах. После этого проект перейдет в основной режим Proof of Stake. Пару слов про технический аудит. Аудит будет проводиться как минимум двумя авторитетными компаниями, оказывающими такие услуги. Это значит, что код проекта на протяжении 6 недель будет изучаться профессиональными программистами, хакерами и взломщиками на наличие уязвимостей и слабых мест. По предварительным оценкам, стоимость аудита будет составлять порядка $500 000. Это говорит о том, что EIVA очень тщательно подходит к вопросам безопасности. Исходя из своего опыта, знаю, что далеко не все проекты в майнете вообще проходят аудиты. Не рекомендую пользоваться такими проектами или как минимум не хранить в них свои активы, а использовать только для разовых операций. Информации о том, будет ли у пользователей доступ к EIVA DEX до завершения аудита, пока нет. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами вспомнить и рассказать, какие этапы становления проект EIVA проходил на пути к выходу в майнет, какие трудности команды и сообщества проекта встречали на своем пути, и какие решения принимались для их преодоления. Истоки проекта EIVA берут свое начало в венчурном фонде DGU. Дело в том, что одним из продуктов данной компании является Asset Management фонд, или другими словами, фонд по управлению активами пользователей. Данный фонд принимает криптовалюту пользователей и размещает в различных фарминговых пулах, за что берет определенную комиссию. А поскольку выгодные фарминговые предложения регулярно появляются в разных блокчейнах, одной из основных и сложнейших задач фонда было решение проблемы перевода средств в необходимые сети с минимальными комиссиями и затратами. Проблема состояла и до сих пор состоит в том, что перевод активов между блокчейнами либо требует нескольких транзакций с высокими комиссиями, либо ненадежен. Вы все наверняка слышали печально известную историю блокчейна Terra, а также в этом месяце был взломан Binance Bridge. Были украдены сотни миллионов долларов, а связано все с уязвимостью сегодняшних кросс-чейн решений. Либо такой перевод вообще еще никем не реализован из-за высокой степени несовместимости блокчейнов. В 2020 году руководителем блокчейн-лаборатории DGU и будущим SEO EIVA Борисом Поварь было придумано решение, которое бы устраняло проблему интероперабельности блокчейнов. Изучив существующие и другие разрабатываемые на тот момент кросс-чейн проекты, было принято решение о создании стартапа, который превосходил бы своих конкурентов. Получив от венчурного фонда DGU посевную инвестицию в размере $1 миллион, Борис Поварь начал собирать команду разработчиков и приступил к реализации проекта. К осени 2021 года команда разработчиков EIVA уже стали призерами хакатонов Chainlink и ETH Global, а также доработали демо-версию децентрализованной кросс-чейн биржи. Пришла пора активного взаимодействия с комьюнити проекта и тестирования первого продукта. Команда EIVA объявила альфа-тестирование, которое происходило в полуигровой образовательной форме. Участникам предлагалось научиться пользоваться кошельками, совершать обмены тестовых монет, предоставлять тестовую ликвидность, использовать краны и получать за это баллы. За баллы впоследствии участникам тестирования были выданы NFT проекта с размещенными на них токенами EIVA. Благодаря тестированию EIVA получила огромный приток комьюнити, и к концу 2021 года социальные сети проекта суммарно насчитывали более 300 тысяч человек. Весной 2022 года команда заключила партнерство с внушительными венчурными фондами и другими игроками криптовалютного мира, такими как XDAO, Unreal Capital, Big Brain Holdings и многими другими. Стал победителем Metis Hackathon и хакатона Build It by Polygon в Индии. Получила гранты от крупных блокчейнов, таких как Harmony One, Algorand,
CoinEx, Boba Network. Запуск проекта планировался в сети Harmony One. Сеть удовлетворяла всем потребностям Эйва, таким как высокая скорость, масштабируемость и низкие комиссии. Казалось, выход Эйва в майнет не за горами, но рынок продиктовал свои условия. Падение криптовалютного рынка спровоцировало отложить запуск проекта, и вскоре все поняли, что началась так называемая криптозима. Запустить проект в такой период означало заранее похоронить его. Многие инвесторы и пользователи выходят с рынка на падении. Удержать цену токена и привлечь новые раунды инвестирования в таких условиях оказалось бы просто невыполнимой задачей. Задача осложнялась еще тем, что Harmony One не оказывала той экспертной и адвайзерской поддержки, на которую рассчитывала команда Эйва. Для проекта наступило тяжелое время. На рынке царила паника, а проект оказался на финальной стадии к началу медвежьего рынка. Тогда команда сосредоточила силы на доработке функционала и поиске новых партнерств. Чтобы не растерять сообщество, была запущена серия партнерских розыгрышей и airdropов. Затем, в июне 2022 года, пришла новость, которая, на мой взгляд, кардинально изменила вектор развития проекта Эйва, а именно мост Horizon сети Harmony One был взломан и хакерам были украдены 100 миллионов долларов. Я думаю, после этой новости руководством Эйва было принято окончательное решение о смене блокчейна для запуска проекта. После непродолжительных поисков в августе было заключено новое стратегическое партнерство с блокчейном Aurora. На мой взгляд, это один из лучших вариантов для проекта, который мог бы быть на данный момент. Aurora – это виртуальная машина Ethereum, построенная на протоколе NEAR. Если быть точнее, то в раннее время команда Aurora вообще была частью команды NEAR и отвечала за создание кросс-чейн моста NEAR и Ethereum. Со временем проект так разросся, что было принято решение вывести команду в отдельный продукт, который стал называться Aurora. Тем не менее, команды по-прежнему работают в тесной взаимосвязи друг с другом. Если кто-то не знаком с NEAR, то это один из топовых на сегодняшний день блокчейнов родом из Силиконовой долины. Основателями проекта являются выходцы из СНГ Алекс Киданов и Илья Полосухин, а ведущим венчурным фондом является Андрисен Хоровиц. Сотрудничество с Aurora уже принесло свои плоды. Во-первых, Эйва получила гранты от NEAR и от самой Aurora в размере 40 тысяч долларов и 50 тысяч долларов соответственно. Во-вторых, на блокчейне Aurora были выпущены и переданы владельцам все 52 тысячи NFT Эйва, которые содержат в себе токены Эйва в размере 1% от общей эмиссии всех токенов Эйва. Например, моя NFT содержит в себе 1247 токенов Эйва, которые я могу снять, продать или застейкать после того, как токены будут сгенерированы в майнете. Пользователям в принципе будет предоставлена возможность стейкать токены отдельно от NFT или прямо вместе с ней, не снимая их. В-третьих, получение NFT для пользователей было совершенно бесплатным, так как функционал Aurora предлагает для своих пользователей 50 бесплатных транзакций для того, чтобы пользователи смогли ознакомиться с экосистемой блокчейна. NFT Эйва сейчас торгуются на двух маркетплейсах в сети Aurora, на TOFU NFT и на Endemic. Объем торгов на одном только TOFU NFT составляет уже более 60 эфириумов. В случае, если вы захотите купить NFT, вам необходимо будет оплатить только стоимость этого NFT. Стоимость транзакции первые 50 раз за вас оплатит Aurora. Чтобы получить 50 бесплатных транзакций, необходимо завести аккаунт в сети Aurora, используя электронную почту. Ссылку на регистрацию в Aurora я оставлю в описании к этому видео. И, наконец, в-четвертых, Эйва смогла посетить мероприятие NEARCon 2022 в Португалии. Это флагманское мероприятие экосистемы NEAR, где Борису Поварю удалось лично встретиться и обсудить совместное развитие со многими топовыми проектами экосистемы NEAR и SEO Aurora Алексом Шевченко. Для демонстрации возможностей проекта Эйва командой был разработан демонстрационный стенд, где любой желающий может лично попробовать кросс-чейн переводы токенов. Давайте попробуем совершить небольшой кросс-чейн обмен прямо сейчас. Для этого необходимо заранее получить тестовые токены для оплаты транзакций в тестовых сетях по ссылкам, которые вы видите на экране и которые я оставлю в описании к видео. После этого перейдем на сайт demodex.ava.fi и получим 100 токенов DAI в сети Binance Smart Chain. А теперь попробуем обменять его на токен USDC в сети Polygon. Как видите, выполнить такой обмен я могу всего лишь в несколько кликов.
Участники альфа-тестирования уже знакомы с подобным функционалом, однако с того времени функционал был доработан, прирос собственным эксплорером, где можно наблюдать подробную историю своих транзакций, а также собственным стейблкоином экосистемы Aave EUSD, который в целях безопасности будет обеспечен только неалгоритмическими стейблкоинами. Токен X означает, что на его месте может быть абсолютно любой токен данных экосистем. К проекту Aave уже проявляют интерес топовые мировые венчурные фонды, однако переговорам и заключению договоров препятствует тот момент, что Aave все еще не запущенный проект, который не может продемонстрировать свою работоспособность на реальных активах. Это еще одна из причин, по которой проект запускается именно сейчас и в режиме Proof of Authority. После запуска в Mainnet комьюнити ждет еще одно не менее увлекательное тестирование с наградами. Я думаю, что уже этой зимой проектом будет запущено тестирование сети Oracle, где всем участникам будет предложено развернуть тестовую ноду на своей инфраструктуре и почувствовать себя валидатором. Из возможных наград пока озвучено лишь то, что лучшим валидаторам будет предоставлена возможность развернуть свою ноду в Mainnet и получить делегацию в размере до 1 миллиона EVA. Иметь свою ноду в майонете значит быть одним из узлов, поддерживающих работоспособность сети. Соответственно, это значит, что держатели нод получают часть комиссии за все транзакции в сети, а также награды за стейкинг на их ноде. Лично я точно буду принимать участие в данном тестировании и постараюсь получить делегацию от проекта. И, конечно, как это было в случае с альфа-тестированием, буду делиться с вами подробными видеоинструкциями. Также заранее приглашаю всех в свой телеграм-канал, где публикуются актуальные новости DGU, Aave, а также где мы будем обсуждать и решать вопросы, связанные с приближающимся тестированием. На этом у меня все. Все полезные ссылки найдете в описании. Не забудьте подписаться на мой канал и до новых встреч!